Детройт, я мутный, выкуриваем их. Я расступлился, когда увидел, когда просто идут ребята и просто им там руки, ноги отрывают, головы вот так расщепляют. Сейчас РПГ въебем туда. Где вы вообще находитесь? Знаем то, что Луганск проехали. Потом нас с машины десантировали и показали пальцем, куда идти, и все. Сюда, блядь! Сюда бегом нам! Бегом нахуй упал, блядь! Пытки. И дают кушать, то есть по-скотски обращаются в плену с вашими людьми. А в России ничего за ваших пленных не говорят. Как ты думаешь, почему такое отношение к нашим военнослужащим? Это Россия. Медик, да? Замотай, пожалуйста, его. Блядь, мне хоть и пидор, но мне его трошки жалко. Замотай. Я не думал, что именно вот так вот все. Где свои же сзади стреляют, спереди тоже стреляют, везде стреляют со всех сторон. Сколько ты вообще, Александр, по времени был на передовой? 1 день. 1 день был. Вас тупо на мясо кидают, пацаны. Вы понимаете, что вас на мясо кидают? А вот не трупы, лежат, разрухают, трупы. Трупы возможно все военнослужащие, причем российские военнослужащие. А нас уже ставят, как мы пропавшие без вести. Да, без вести пропавшие. Нас нет, короче. Даете ли вы согласие на съемку? Да. Да. Ты подписывал контракт или тебя мобилизировали? Я подписывал контракт. У нас как бы во Владимире ездят женщины, две, ну, как бы с Владимирской администрации, и предлагают вот как бы работу. Много вообще людей вот соглашаются? Ну, в военкоматах, да, на доллар нормально, много. По повестке. Повестка пришла. Сказали, что полгода я буду вот в третьей зоне обороны, третьей линии обороны. Поругался с женой, сидели во дворе, с мужиками, бухали. Ну и по пьяни что-то решили, да что терять, да поехали. Ну и все, поехали. Тут как раз, может, и слышали то, что подъемные там 1 200 000 дают. Что тебя мотивировало подписать контракт? Помочь сестре денежку. Был суд, и чтобы не посадить на 4,6 лет, мне предложили пойти сюда на 1 год и все с погашением всех судимостей. Следователь, он мне первый раз дал памятку, сказал, посмотри, если что, я передам твои данные в наш местный военкомат. Они там уже и вызовут тебя и посмотрят. Как бы на освобожденных местах на каких-то, говорит, будешь, говорит, все будет вот хорошо 1 год, ты вернешься домой. Ну, ко мне приехали 2 представителя с военкомата. Вот, ну и сказали, не желаете ли послужить? Мы не предлагаем вам воевать, идти чисто, а требуются просто люди там, ну, разных профессий. Профессия радиомеханик, и сказали, ну, можете там насчет электрики чем-то заниматься. Вот. Будете вот так же работать и получать за это денег, чтобы уже как хороший день. Ну, и я согласился. Пришли друзья, мы пили, потом друзья захотели поехать в клуб. До клуба уже не доехали, нас остановили сотрудники ДПС, нашли наркотическое вещество, приехал военком, предложил так, у тебя специальность вроде такая-то, слесарь, ремонтник, будешь чинить машины, устанавливать технику, получать зарплату, подъемные дадут там 400. Вот. На неподъемных ничего не увидел. Почему? По приезду. Ну, не выплатили ничего, по приезду сюда отобрали все. Телефон, карточку все забрали. Паспорт. Могли ли старослужащие специально рекомендовали забрать карточку, чтобы получать твои деньги себе? Ну, пообщавшись, я как понял, что уже да. Потому что дали позвонить одним, ну, купить форму, не форму, там что-то из сигарет, потому что у нас не было ни сигарет, ничего. Вот. Перевели деньги, а по итогу не получили ни сигарет, ни форму. Пока объявления войны нету, то есть какая может быть мобилизация, то у нас это говорится СВО, специальная военная операция. Ну вот, поэтому и не было ему ставить закон. Потом сделали звонок, мне то, что сказали явиться, переодели, потом в одной части побыли, в другой, ну, как сказать, формировали свои эти группы, можно так сказать. Грубо говоря, 10 отделений, там первые 5 отделений вы танкисты, вторые 5 вы, грубо говоря, будете там пехотинцы, что-нибудь вроде этого.
Вот так и распределение идет. Обучение длилось у меня 11 дней. Я только один раз кинул гранату, я все остальные дни мы бегали по полигону, стреляли. Что по медицине у вас было? По медицине у меня вообще ничего не было. Не проходил медицину? Проходил. На полигоне конкретно дней 7 были, может. Из этих 7 дней, там, дня 2-3, наверное, там, их есть. Там красили у них на полигоне, что-то прибирались, бревна таскали, а на полигоне у дня 4, наверное, были. Инженерка, медицина, там, как таковой боевой тактики. Сколько магазинов в сумме ты выстрелил? В сумме 4 магазина. Пробыл там 7 или 8 дней, я не помню. Из них я 3 или 4 дня мы лопатами там кидали. Даже ни разу там не выстрелил. Ни с автомата, ни гранат не кидал. До нас просто очередь не доходила. Они день сходили на полигон 21-го, и 22 числа нас уже сказали, вещи собирайте, короче, поедете. Все. Вот весь полигон учения. Нас погрузили в Урал. Мы поехали в Луганск. Я был больничным еще, я связки порвал. Некоторые там даже ходить-то не могли. Тем не менее, всех посадили, повезли. Сколько вообще вот на 3 группы было бойцов уже, которые были в подразделении, опытные? Ни одного. Кто-то, может, там служил, конечно, там таких было мало. На полигоне там процентов, наверное, 70-80, там все кривые, старые. Ну просто туда идут чисто из-за денег. Там мы приехали, там такие бойцы, там, ну, все просто разные, они все на весь цвет и вкус. То есть, короче, деды какие-то узбеки по 63 года, которые еле передвигаются, они вообще еле ходят. То есть, мы даже на полигоне, на тренировках, там надо было куда-то пробежаться, пройтись. Все, и просто сзади вот так вот за руки тащили, потому что они не в состоянии даже были идти. Некоторые, да, настроены там прям все на войну. То есть такие, ну, молодые. Там есть у нас и по 19 лет, и по 20, и по 21, и по 22. Были ли у вас бойцы, которые решили дезертировать? Да, были. Многие уходили в отпуск и после отпуска не возвращались. Некоторых возвращали и сразу же отправляли в штурма. Когда уехал в отпуск, вот, я обратно не вернулся с отпуска. Полгода я был дома, а отпуск был 15 дней. Потом ко мне приехали, ну, военная полиция, вот, и меня отвезли в военную прокуратуру. Осудили, 3 года условно дали, и вот сказали обратно езжай в часть, отдавай документы, потом нас отправили в Рогово. Как вообще часто командиры появляются на позициях? Ни разу не видели. Вот чисто вот как мы простые рядовые, командиров не было там. Никогда командиров не было. Просто нами руководили через рации. Рации, да, получается. Координировали все наши действия. Ни младший начальствующий состав, ни старший не видели ни разу. У нас все командование состояло на том, что только командовали нами рациями. Все, больше мы вообще никого не видели. Мы все были одинаковые. Это вот. Я, получается, общался вот через этого Бали, он нам все, ну, приказывал, говорил, но я его даже ни разу в жизни не увидел. Какая у вас вообще была задача? Вообще задачи нет, не говорили. Говорили только вот собирайся, то есть нам собирали портфель, давали портфель, рацию и говорили выдвигаться. И все, и по рации мы шли. Мало информации дается, когда идешь, так сказать, на дело. Настолько мало, что даже не понимаешь, через сколько ты можешь встретить противника. Сидели в окопах просто, тупо сидели. Все. Никуда не высовывались. Никуда не Приказ был ни днем, ни ночью никуда не высовываться, потому что работала своя вся артиллерия. Почему ваша же артиллерия работала по вам? Ну, это нормально. Сказать. Вы не пытались выйти на командира? А там без разницы. Он сразу говорил, сидите тихо, никуда не выходите, работает наша артиллерия, и все. Ну, также без еды. Воду мы набирали там из котлована от ракеты был. Там вот, да, там какая-то смасленная. Вот мы бегали туда, вот воду набирать. У нас забрали личные вещи, сказали взять с собой
Ну, сменку, трусы, носки, футболку, много не брать. Дали автомат, бронежилет, быстросъем дали. Дали 4 гранаты. Какая вашей группе была поставлена задача? Нам никакой, просто говорили бежать. Если честно, ну, даже не стрелять, ничего, просто бежать до того или иного места, куда нам назовут. Сказали, снимайте пластины с жилета, чтобы легче было бежать. Бронепластину. Шлем, не шлем. Вот я бежал с рюкзачком. В бронежилете без пластин. С собой было одна рация у меня была здесь на груди, 2 рации у меня было в рюкзаке. Сказали, там передашь. Тебя там встретят. Последующее, я так понял, Кус, который нас вел, он просто нас вел как на убой. Хотел узнать, где точки позиции ваших солдат. Потому что по рации слышал то одного 300, то второго 200. Вот он нам сказал сумки сбросить и рядом просто присаживаться. Говорит, я вам потом проведу как бы инструктаж и поверю, и посмотрю, что у вас в сумках, что лишнее, что не лишнее, просто повыкидывать. Говорит, там документы, конечно, с собой берите, но так, если кто что хочет сдать, можете оставить. Говорит, деньги тоже оставляйте все. Ну, мы вот начали, там, кто права начал оставлять, там, кто какие-то доверенности, кто деньги. Ну, деньги практически у всех почти были. Вот я тоже деньги сдал. Патроны он выкинул, все вот эти БК. Он сказал, тебе 4 рожка хватит. У меня просто гранат еще не оказалось, а так он у других и гранаты еще выкидывал просто, и все. Нам сказали, вот дрон, за ним идите, вас будет направлять. В итоге зашли на позиции украинцев. Ну, там, получается, когда мы начали подходить, началась стрельба. Естественно, не поняли, что делать. Паника, настрой, мы побежали вперед. И тут у меня, естественно, окаменение появилось, и я вот задержался. Это мне жизнь спасло. Присел, пригнулся, сказали, сдавайтесь. Естественно, выбрал сдаваться. Мы забежали в детский садик, в подвал. Нас было 20 человек, там сидело еще 10 человек. Мы провели там ночь. Там было очень много трупов. Выдвигались мы по одному. То есть бежали, как нас дрон вел, и по рации говорили, куда бежать. Через 5 минут я увидел 5 людей, которые шли на гору. У них были белые повязки на руках. Я крикнул, эй, пацаны, потому что я думал, что это свои. Поднял руку, они мне отстрелили пальцы. Начали в меня стрелять, я убежал, скинул себя портфель, скинул себя броню. Автомат выкинул, побежал, забежал в погреб и провел там ночь. Но с утра я не дождался никак от своей помощи. Мне залетела туда граната с утра. Я взял рацию и сказал, мужики, не убивайте, я сдаюсь. Вышел, то есть мне сказали руки вверх. Там были ребята с Украины. Мы были окружены войсками Украины. Вот. Закидали гранаты из РПГ, стреляли из автомата. Сказали сдаться. Да. Зашли, сказали сдаться. Собственно, что мы и сделали. Остальные погибли, кто были с нами. Ну, кто отстреливался, там они погибли, а мы решили просто сдаться. Я услышал сбоку шаги, выстрелы пошли. А я просто в углу там прижался и все, я не знал, что делать, но я испугался, растерялся. Потом начали к моему вот окопу подходить, блиндажу, и также с прострелом вот это заходить. Да, вот после чего, как бы одна пуля мне попала в руку. После этого кинули туда гранату, ко мне же в блиндаж. Ну, я думал, все, короче, умру просто. Они говорят, ну что, говорит, живой? Говорит, будешь сдаваться? Или, говорит, тебя прям сразу здесь расстрелять всего. Я говорю, не, ребят, я говорю, я буду сдаваться. Рядом за блиндажом посадили, посмотрели на мои раны, сразу их обработали, раны, и все.
Бывало, что наша птичка летала. Я просто ложился на улице, а ребята прятались в блиндаж. И она прям возле меня, короче, взрывала. А потом ребята, говорят, выходят и такие говорят, это, говорит, ваша птичка летала. Говорит, видишь? Говорит, и тебя же взрывают. Я говорю, да понятно. Мне нужен элемент. Я ожидал то, что будут бить, там, издеваться. Не то, что меня там не били. Я даже в свой адрес никакого плохого слова даже не услышал. Чем меня это удивило, даже наоборот. Вот сразу меня как успокоили. Подошел еще человек, говорит, я медик, ты ничего не ранен, какие-то проблемы с здоровьем есть? Я говорю, да нет, я не ранен, только температура. Спокойно, нас успокоили, разрядили, естественно, оружие отдали, броню отдали, нам дали покурить, попить, как бы успокоиться. Вот. Мы везли, отвезли, за нами приехала машина, везли. Все, сюда приехали. И вот сидим, ждем, когда она меняет. Ну и здесь также воду дают, еду дают, сигареты дают. Когда вот ты передвигался по позициям, много 200-х и 300-х видимо? Да, хватает. Вот возле нас, да, там были. Там 200-е были, даже 2 по дороге в этом в лесполосе, 300-е были. Кричали. Но нам был приказ, короче, не останавливаться, а дальше идти. Видели и трупы, и также рядом там и всякие вещи, и автоматы, и все. Ни на что не останавливались, а дальше продолжали. Я первый был, бежал, а Тихий за мной. И слышу сзади взрыв такой. Я резко упал, конечно, оборачиваюсь, и Тихий лежит, стонет. Я говорю, что с тобой случилось? Он говорит, подорвался. Говорит, я говорю, и как вообще там? Он говорит, одна нога вообще, короче, походу хана, а вторая так, чуть покорябила. Я объявляю по рации, короче, старшему. Старший мне кричит, короче, не останавливайся, иди дальше. То есть, получается, я бросил там человека. Не по-человечески вообще. Посередине садика, в подвале, там человек 10-12 трупов было. Видно, что вот наши только уже давно лежат. Кто-то надутый уже, кто-то уже давно лежит. Черный и все. Чего ты забирается с этого садика? Не могу понять. Я спрашивал, мне только молчали, смотрели на меня и уходили в сторону. По полям там много. Есть более свежие, а есть те, которые уже, наверное, неделями лежат. Их очень много там. Особенно вдоль лесополки. Не по полям, а в лесополках. И от садика бежал, там тоже было много 300-х. Даже один 300-й просил помощи, но сказали, если ты видишь 300-го, проходи мимо, потому что тебя тоже могут убить. Я говорю, почему не эвакуируют, ничего. Сказали, то, что 300-е эвакуируются сами. Я говорю, в смысле сами? Как хотят, так пускай добираются до нулевой точки. Откуда вышли, туда и добираются. Я говорю, а если у человека там полной еды нету, нас, говорит, это не волнует. Что делать с теми, кто, допустим, возвращается обратно? Их 500-е сажают в тюрьму, либо обнуляют свои же. Обнуляют в плане? Пристреливают. Как вообще командиры говорят эвакуировать раненых? Они сами должны. Эвакуации нет. Наставления такие, что если тебя ранило там руку, ты идешь дальше. Если ранило ногу, ты можешь идти, идешь дальше. Назад дороги нету, либо свои же тебя и обнулят. Как бы если откатываешься, они говорят, обнуляют. Обнулять, типа, расстреляют, короче, на поражение. Тут тоже был момент, вот паренек откатился, и продейки передают с 3 Ермака, стрелять на поражение. Я так понял, у нас была дорога в один путь. И если ты пойдешь назад, значит тебя твои убьют. Вперед пойдешь, там тебя убьют. Тут как бы задаваться надо было и все. Что вам говорили командиры, если вы попадете в плен? Поэтому ничего. Об этом вообще речи не было. Сказали не сдаваться, сказали там застреливать и что. Наоборот, говорили, что в плен не берут. Да.
Теперь я уже понимаю, что нас просто пустили на мясо, и дабы, чтобы видеть, где мы погибаем, то есть узнать как бы вашу, наверное, дислокацию или где вы находитесь, где-то вот так вот. То есть, я так понял, ваши командиры таким способом делали разведку боя? Ну, возможно, да. Есть ли там те, кто, например, там пошли специально бороться против фашизма или защищать русскоязычное население на оккупированных территориях Украины? Скажу честно, мы вообще даже такую тематику даже как-то не разговаривали. За что вы воюете? Не понимаю, честно. Я не служу, потому что ни разу и не воевал, ни разу вот первый раз попал. И то есть я даже не знаю за что вообще. Какая в основном мотивация людей идти воевать? Деньги. Попадались ли тебе люди, которые шли воевать, скажем, за идею? Нет, наверное. Я не видел таких. Ты возвращаешься, и тебя решают уже мобилизировать уже как опытного бойца. Каковы будут твои действия? Ну, вот если сравнить с тем, что было, да я лучше сяду, чем буду брать в руки оружие. Я тогда лучше сижу, зато я знаю, буду жив и здоров. Пускай лучше посадят, я лучше дезертировать буду. Каковы будут твои действия? Ну, то есть нет выбора. Придется ехать, наверное. Больше я не знаю как. Сам попал в эту кабалу. Сколько дадут еще ходок ты можешь сделать? Не знаю. Ну ты же понимаешь, что тебе сейчас повезло, а в следующий раз... Я понимаю, но я вот сейчас, да, ну как бы я ничего поделать не могу. Что ты думаешь делать? Ты все, лишь бы меня здесь больше не было. Пока глазами своими не увидишь, там можно поверить во что угодно. Что покажут, во что убедят, то и будешь верить. Своими глазами я увидел и одну сторону, и другую. Свои выводы я сделал. Время подумать было много пересмотрел. Дорогие россияне, и все те люди, которые приверженцы России, и то, что вы думаете, здесь украинцы бесчеловечны, то, что они убивают здесь всех подряд, на самом деле они хорошие люди. Они у себя дома находятся, они просто, получается, отвоевывают свою землю. Поэтому, ребят, подумайте, прежде чем подписывать контракт или идти сюда на войну как-то другими способами. Лучше не делайте этого, потому что то, что вы в компьютере там наиграетесь, и то, что фильмы насмотритесь, это не в жизни. В жизни совсем по-другому. А на сегодняшний день можете сказать, что в Курске? Ну, интерес ради просто. Украина. Курск – это Украина. А ты был в Суджа? Это там я в всей Курской области везде был. Друже, Суджа – это Украина. Действительно уже? Да. Жесть.